Всем доброго утра. Мы вылетаем на Энельчек, на Северный. Сейчас мы в Каркаре. Ну, посмотрим, как все будет на горе. Надеюсь, не так, как на Ленина. Вот. Ну и я забрал дрон, и Вжик будет гонять на Хане. И надеюсь на победе. Поэтому постараюсь снять какие-то кадры хорошие. Вот. Пока виды такие. В Каркаре здоровые дельвейсы. Вон такие динозавры. Так, боевой птиц. Это вот родственник Вжика моего, ну только так, постарше. Дедушка. Дедушка моего дрона. Хотя не китаец. Это у нас снимем вокруг. Вот такой вот он. Скажу вам, я первый раз сел на вертолет в моем городе. К4, кажется, вертолет был с двумя винтами. Меня мама посадила в кабину. Он куда-то летал там на завод какой-то. Я как ребенок тусил, там кучу переключателей. Было круто. Я вам скажу, если даже сейчас сесть в кабину, у меня будет похожее ощущение, потому что это интересно. Такая машина, это, конечно, сложная штука. И хорошо, что вот этот, сколько ему там лет, 40-50, все летает. Приехали. Добро пожаловать на Северный Энельчек. Друзья, ну что, мы успешно прибыли в базовый лагерь Северный Энельчек. Сейчас мы находимся близко к границе, вот за моей спиной палатки базового лагеря. Мы находимся близко к границе Казахстана. Там за Ханом Китай. Вот он, Хан, собственно, вершина в тумане. И Кыргызстан. Буду потихонечку знакомить вас с этим местом. Круто, я на севере впервые, давно хотел попасть, но то, что у вас гора, вот она, то есть у вас лагеря уже тык-тык-тык-тык-тык-тык и пошли туда. Все, не надо никуда идти, в отличие от севера, где вам надо 2 часа, а то и 3, кто как ходит, подходить только к началу горы. Это очень радует, потому что эти длиннючие переходы очень утомляют восходителей. Элитные горные бичи. Миша, достань спальник. Достань спальник. Вот прилетел вертолет. Сейчас выгрузка происходит.
что, друзья, всем добрейшего прекрасного утра. Мы вышли на гору, на штурм. Я очень надеюсь, в этот раз нам повезет с погодой и с прочими моментами, потому что еще перил нет на горе. Ну, до третьего лагеря нужно с севера довесить и с седла до вершины. Для спортивной команды, конечно, это не проблема, но для людей, которые имеют немножко меньше опыта, отсутствие перил, это фундаментальная причина, по которой нужно ждать их провески. А пока красивые видео вокруг. Я впервые на северной стороне, и вот эта красота меня просто поражает. И вот он, Хантенгри в тучах. Асель, поможите ручкой! Вот такой путь. На самом деле классный, мне очень нравится. Офигенно. Миша от нас свалил вверх, беглец, там Вальдемарс доходит. Ну и там база. Первый лагерь на высоте 750, 557, у кого что показывает. Круглим до 4500. Очень живописное место, дошли за 4 часа. Резвый Миша пришел за 3. Вот такие виды. Так, Вальдемар сушит ботиночки. Миша куда-то сбежал. Я тут. Вон нога там у него, нога. Сейчас мы его найдем в его мажорной палатке. Вообще офигенные виды. Просто кайф. Красота. Есть давай. Дети голодные. У меня там дитё 40-летнее в палатке голодает, надо кормить идти. И теперь мы будем снимать, как Михаил шлангует в своей хате. Новая палаточка самая за 1600 евро с такими вот, смотрите, видами. Вот 40-летний ребенок счастлив. Ну как вам? Давай. Вот жрать ребенок хочет. И детинка большая какая. Лазишь, блин. Че ты хаваешь? Вот так выглядит переход из первого в второй лагерь. Второй лагерь там за скалами. Такая панорама. Ну и опять с рюкзаком большим. Лезу. Так, ну что, жумарим на севере Хана. Я забыл дома, когда перебирал шмотки с Ленина, свою полноценную самостраховку, поэтому и на дальневольской петле. Вот, но лучше, понятно, там использовать динамические самостраховки, предназначенные для этого, и бла-бла-бла. Вот. Это такое отступление. Так, и вон Вальдемарс идет. Так, пацаны там еще вверху. Сейчас чуть-чуть еще. Ой. Так, ну, с рюкзаком. Встать это 4800, наверное. Так, вот пришли на станцию и сделали. Так, неудобно одной рукой.
Щелкнули. Проверили все. Так, висим. Теперь. Блин, ну рукой-то все, конечно, такое себе. Снимать. Так, сейчас. Вот так, вниз опустили. Это где-нибудь. Хай тут повысить. Сняли. Кстати, учитесь одной рукой щелкивать жумары, петли там, всю фигню. Вот, подвинули. Взяли карабахтус. И смотрите, снизу. Блин, ну что ты будешь делать? Вот так. Снизу. Чтоб, если что, с кулачком, вы остаетесь на перилах. Понимаете? Есть там вот эти теоретики, что это невозможно. Проверять, может, и невозможно. А тонкая веревка, например, фиг знает, драная, может вылететь, а карабин ее заблокирует. Поэтому, ну, как бы, на крутяках мне не лень. Я вщелкиваю карабин и не выпендриваюсь. Чего и вам советую. Особенно с тяжелыми рюкзаками. Настоящие мужчины идут без рюкзаков, чтоб мытая щетина торчала до боков, чтоб их холеный пузик все так же мягок был, когда он на Эльбрусе вершину покорил. Уф, суровый. Песни приходят в голову почти на 5000. Приезжайте, господа и дамы, на Хантенгари, на север. Здесь очень классный фитнес. Замечательно. Лучше, чем в любом зале. Берете рюкзачок, берете жумар. Это специальная штука. Не надо штанг никаких тягать. И шуруете. С вот такими красивыми видами. Сжигание жира и похудение обеспечено. И хорошее настроение. Добро пожаловать. Следующая часть. Перил. Это, кстати, вершина Хана. Там еще крутячок один. И вон там внизу лагерь. Первый, извините. Сейчас еще одну штучку покажу интересную. Вот смотрите. Например, ну особенно на Хане вообще, где перил много, вы не знаете, что за ветка у вас и насколько она целая вверху. Я обычно, если есть возможность, еще что-то вщелкаю. Опять же, лучше это на динамических усах делать. Я их, повторяю, я уже говорил, забыл дома просто. И жумар. Если вы используете жумар на траверсе, вот зачем этот карабин, да? То есть мы его берем, ну ладно, сюда. И вот вы падаете. Видите, как он встает? А если вы как-то, черт пойми, как падаете, у вас тонкая веревка, вот так, то есть вероятность, там проверяли некоторые чуваки, что вроде как не выщелкиваются. Ну слушайте, проверяли руками, а не рывком человека с рюкзаком суммарным весом 100 килограмм. Поэтому вот такая штука, да, если у вас, ну, кулачок старый или что-то с веревкой там не то, и он вот развернулся, да, вот так как-нибудь вы упали, понимаете, он его может просто резануть, ту веревку чуть-чуть, и она может выскользнуть, например. И карабин верхний оставляет вам шанс остаться на перилах и не дает, видите, заломиться. Вот он. Все равно веревка вверху и кулачок в корректном положении. Поэтому пользуйтесь снаряжением так, как придумал производитель. Не надо изобретать велосипед. Там куча умных людей уже за вас все изобрели. Это как, знаете, там я вот сейчас недавно был ну, перед горой на Ленина, и там один дядя взял Adjust самостраховку, концом который регулируется, щелкнул в кольцо силовое, второй, который полусхватом надо ввязывать, щелкнул жумар и идет себе. То есть, ну, кто-то придумал там, не знаю, хорошую технику, а люди айфоном орехи колят. Ну, как бы используйте так, как производитель рекомендует. Вот у нас что-то еще происходит. Вон там человек тусуется на веревке. Куда-то зачем-то. А вообще лезть-то наверх.
Так, и еще один нюанс. Например, про верхний карабин я говорил, там, если прям гипер какие-то горизонтальные перила, да, то есть хорошо верхний карабин держит кулачок в нормальном положении и не дает здесь его веревку порвать, как один из вариантов. Но вы можете, например, еще это усилит трение, конечно, но для того, чтобы жумар все-таки, вот если вы вот так прям повисаете, да, оставался вот здесь ровненько, то есть вы идете, чик, да, повисли вот так, например, да, трение тяжелое, но хотя бы у вас есть челночный карабин. Кто занимался спортивным туризмом, знает, что это такое, когда вы привязываете груз, щелкиваете карабин, вот так, например, здесь ролик обычно, и транспортируете кого-то куда-то. Это тоже один из вариантов. Но есть там нюансы насчет трения. Это если у вас прям вот такие вот перила, и вы можете вниз ляпнуться. Ну а дальше у нас вот туда ведет дорога. А я жду Вальдемарса. Местная ступень Хиллари. Тут вот так накручено. И туда. Ну, дальше вы, собственно. Так, как же мне ничего не уронить? Уберу камеру, поплет. Вальдемарс говорит: мне 66 лет, я не понимаю, что я здесь делаю. Понимаете? А то кто там то кряхтит что-то, ой, то все, спина, блин, езжайте в горы, задницу разминайте. Вот смотрите. Так, ну вот финальный участок перед вторым лагерем. Пролетела птица с охреневшей мордой. Финальный кусочек перед вторым лагерем. И Вальдемар подходит. Мы успешно прибыли за 7 часов в лагерь 2. На высоте почти 5500. И сейчас будем ставить палаточку. Такие виды. Баянколпик, Казахстан, мраморная стена. И вот Хантенгри. Красавец наш. Седловина куда нам надо. И плечо Чапаева. Что, экскурсия по нашему лагерю. А теперь, так вот, Миша там у нас водичку готовит, пока мы палаточку ставим. А мы зайдем в бурятский лагерь. Я знаю, по нему есть вопросы насчет того, что с Бурятии он или нет, но У меня же очки. вроде как да. А вот знакомьтесь. Я русский. Русский я. Саня, Русский я. Баирчик. Солнце светит, русский я. Жека. Я Боря. 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 Вот это наше козырное, мощное трио. Из Бельвиля, хотел сказать, но нет, из Бурятии. Легенды мирового. Легенды, да. Главные горные покемоны. Эти Запомните эти лица. горные волонтеры. Вы не смотрите, что они вот обращаются такие к тихие, скромные. Они кони те еще. Любая фирма. Хималайн, Турпик. Мы готовы. Ну вам он, да, он в помогать Непал просто поедет за дать. своего сканает. Короче, запомните эти лица. Будба, Ангчерин, Женька, держи. Тату. Чем там раздаете? Тута. Яблоко. Смотрите, что жрут. Смотри-ка, это он. Вы думаете, лагерь там из носа сублиматы? Смотрите. Раз, два, три. Нету. Да, да. Это не самое страшное, что он может Волшебство, съесть. вот оно. А у меня целая тарелка есть. Ой-ой-ой. Мы набрали. Короче, Он, вот так. походу, сейчас замерзнет, да? Надо съесть его быстрее, пока он живенький. Может, отпустить его? Вот так вот у нас.
Сейчас буду дрон пускать. Так, ну что, таки достал камеру. В общем, вчера мы пришли, вон лагерь палаточный на Снежнике. И мне пришлось топать еще чуть выше там, на лагерь на 5470, а я на 5935, короче, закидывать груз, потому что не было портеров, но ребята сами не смогут дотащить. И вот сегодня опять я с чуялом, и скажу я вам, ой, очень весело и не резво идется. Это с учетом, что надо сейчас туда подняться, скинуть рюкзак, спуститься, забрать заброску, спустить рюкзак, вернуться, забрать заброску. Ну, короче, сейчас будет полный день веселья, блин. Вот такой рельеф. Так, ну вот она заброска, ну вот эта желтая. Пацаны синюю, видимо, забрали, спасибо. Надо сейчас как-то сюда ее прикрутить, чтобы дотащить. Потому что нам на седло. Вот такая вот нелегкая работа горного гида. Я обычно лежать могу, конечно. Но сегодня прям интересный день. Еще надо следить за всеми, успевать. Вот один там, другой там. Фух. Так, ну я вышел на плечо пика Чапаева. Ладно, дальше не пойдем. Вон он. Там бутылка. О, ну и сейчас
вот этим чуялом. Провались он, блин. Пойду на седло. Качай. Тренируйтесь, господа и дамы. Ну его нафиг такой цирк, блин. Ну это ж пипец. Выходим на 600 по новым веревочкам. Вот такой тут вид охрененный. Ну тут карниз, кстати, на север. Вон плечо Чапаева. Но, собственно, это первое место после седла, где, ну, относительно, хотя очень маленькую палатку можно поставить. Дальше вон так трын-трын-трын и по гребню. Вон и Лиза Михайло. Та говорю, Ліза Михайло. Щасливий. Та я тебе знімаю на камеру. Короче, мы тут так покажем людям. Вот видите, одна веревка перебитая чуть-чуть. Поэтому на второй у нас скользяк. Не очень сильно. Высота 6250. Вальдемарс остановился, к сожалению. Ну, можно сказать, тоже после наших рюкзаков не сильно бодры. Ну, как есть. Погода завтра. Так. Сейчас проверим. Ага, ништяк. Хорошо. Только
камера стоит кривовато, потому что крепление на каску ровно. Не прицепишь, придется на монтаже выравнивать. О, полочка 6300. Вот, скорее всего, здесь мы будем ночевать. Ну что, ребята, почти на 6400. Пропасти не ржи. Проверим, что вверху там с полочками. Можно там даже трекшена подвязать, в принципе. О, а вот и площадка. О, нам, наверное, если подровнять, хватит 6350. А ну-ка. Ну, Мишину Самаю мы сюда вопхнем. Есть. Ура. А вон и бежит Баирчик. Этот Жек, свободно! бурятский тигр. Дай, дай. Да ну ты что? Давай, блин. Ну, красавчики. Ой, что там? Все. Вот там площадка занята. Да, ну вот это нам хватит. Вот это ништяк. Это метров Ты про 50 неё ниже, говорил? правильно? Ну, Я тут думал, там совсем там карниз. Вот, ну нахер здесь. 50 метров. Ну, у нас отвалился Вальдемарс. А, вы вдвоем-то здесь даже вот это можно. Да, может, у меня лопаты нет, правда. Ну, сейчас. Второй бурятский тигр. Он, правда, не похож на парня из Улан-Удэ. Но, я вас уверяю, душой он настоящий бурят. Фу. Красавчики. Усиливаю, точнее, станцию. И нам надо, да, вот это подстраховать. Ну, как бы, все. Проверим, что с карнизом. Ну, вот здесь. Тут, может, ледорубчик достанем. Что, ничего не мешало? Кто первый обычно приходит, тот занимается обустройством бивака. А не так, что пришел и сидит, бездельничает, ни хрена для команды полезного не делает. Пришли первые, поставьте палатку, накипятите чаю товарищам. Мы поставили Мишин домик. Вот он у нас так тут, кажется, кривенько, зато свой. Ну, по опыту Ужбы установки палаток, где попало. Вот у нас тут жумар, система перил, подстраховок. Здесь, кстати, вот силовая петля идет вовнутрь, потому что, ой, вот там у нас, да, как бы она на краешке стоит. Да, он же еще и этот на классике не был-то, поэтому растянул. Всем большой привет, СК до утра.
Дом с лучшим видом на 6 звезд. Или даже больше. Так, вид из нашего окошка. Давайте еще вот так сделаем. Опачки. А, вид туда и вид сюда. А тут у нас кипятится еда. Вон Победа открылась, мадам. Короче, как люди спят на 6350. Вот счастливый Миша. Вот мы его примотали, а тут у нас силовая петля. И она, я вам не шучу, а прям у нас вот так прифигачена. А почему? А потому что тут у нас 150. да, тут у нас как бы обрывчик и вот так. Вчера я благополучно просрал дрон, потому что ему не хватило батарейки вернуться. Ветер усилился, и я не рассчитал. Короче, он сел где-то в районе второго лагеря в трещинах. Ну, где-то 6800. Это уже купол. Выковыриваем старые веревки с ребятами. Фух. Пыхтелка включилась. Надо идти. Фух. Высота близко к 7000. Вот там уже конец купола, вершина. И вот как ребята, вот которые каждый год вешают, я не за себя говорю, я за команду, которые тащат веревки, вешают перила, обновляют. Вот посмотрите, какая у них охренительно тяжелая работа. Вот надо сначала, там некоторые веревки просто приходилось ледорубом выбивать, выкапывать в толстом фирме. Некоторые, ну вот, иногда вот так, иногда глубоко. И это все почти на 7000. Вот представьте себе помахать тут ледорубом. Короче, сегодня я кротом работаю. Вот так. Разок другой. И стой. Пыхти. Как-то собака что за зайцем бегает. Фу. Вот, вот то фитнес. Приезжайте жир сгонять на хантенгере. Вот тут нормально. Нормально можно прокачаться. И пузик уйдет. И задница подкачается. И мозг проветрится сразу. Вся чушь с головы выйдет. Вообще мгновенно, гарантирую. Welcome. Надо сейчас ей подстраховать. Ну, так она ничего. Ребята примут решение. Мы просто экономим, чтобы прям где уже не откопаем и самые сложные участки до купола сделать. Ну а тут сейчас вот это неведомое туда подмотаем узлом крысиный хвост, вот, или хич горного тушкана. Там сейчас что-нибудь придумаем. В общем. Друзья, пик Хантенгри. Спустя много лет я опять выхожу на эту вершину. Я счастлив. Это было тяжело, потому что всей командой вешали перила. И я здесь был в 2019 году.
Ух. Ну привет, друже. Привет. Рад тебя снова видеть. Всем привет. Спикер Хантен говорит, сейчас веревку закреплю, еще поснимаю. Мишаня выгребает. Давай, иди к кресту. Куда? К кресту. Буду тебя ссымать. Ну, Мишаня, с прибытием. Молодец. Мы вышли на купол. Я туда не пойду, я боюсь. Вот ребята догребают. И вот 7:09. Вот если туда пройти, 7:10 будет. У него 16, у меня 7:08. Да? Это гарминовский навигатор. Чтоб не было потом вопросов. В принципе, эти 10 метров это гонево. Вот это спорить из-за этого, да? Но снежная шапка, она намерзает. Поэтому это 7000-ник. И как бы кому не нравится, можете пилить купол там. Но это 7000. И вот ребята доходят. Потому что крест, да, крест ниже стоит. Отсюда фантастические виды. И тут можно поставить палатку. Наши друзья буряты и осель будут тут ночевать. Перед победой акклиматизироваться. Ну а мы чуть пониже поночевали. Ура! Так, поехали. Это все мы сегодня с ребятами топтали. Мы going топ? Топ саммит? Ух.
Так, ну что, закончилось наше приключение. Ребята улетели домой. Мы сходили в гору Хантенгри. Сходили с Мишей в Вальдемарс. У него не получилось, к сожалению, восстановиться до штурма. Ну, в горах все как бы строго, поэтому в любом случае то, что мы поднялись на вершину, это уже успех, и я рад, что мы смогли сделать максимум из того, что нам позволила природа. Ну что, дрон мой я еще вряд ли достану оттуда. Попробуем сейчас придумать для следующего восхождения, как поснимать. А пока вот мы были там у дедушки. Но следующее ждет вот эта гора. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, тоже повезет.